Добрый день! Сегодня рассмотрим интересную задачу в двух вариациях. На HackerRank она называется Lonely Integer, она полегче. На LeetCode она называется Single Number. Рассмотрим задачу Lonely Integer. Дан массив чисел, где все элементы имеют пару, и только один элемент уникальный. Найти этот элемент. То есть 1, 1, 2. 1, 1 имеет пару, 2 наш ответ. В этой задаче самое главное то, что здесь есть ограничение. А итер от 0 до 100, то есть числа, которые встречаются от 0 до 100. Поэтому мы можем применить хэширование. Как обычно, вначале попробуйте решить самостоятельно. Начнем с тестов. Создадим тест. Например, вот такой. Здесь результат будет 2. Создали тест. Переходим теперь к решению. Введем массив из 100 элементов. Индекс будет означать число, которое мы получаем в листе. Будем вести подсчет, какие числа встретились и сколько раз. То есть мы, например, встретили число и, запишем в этот индекс, что мы его встретили. И теперь нам легко найти, какое число будет уникальным. Мы пробегаем и смотрим. Там, где в индексе стоит число 1, это наш ответ. Возвращаем этот индекс. Иначе возвращаем -1 как ошибку. Запустим тесты. Тесты прошли корректно. И теперь давайте вставим этот код на сайт. Вначале run код для компиляции простейших тестов пройдено. Теперь submit. Success. Теперь рассмотрим более сложную модификацию, когда у нас числа не от 0 до 100 приходят, а от вот этого интервала до вот этого. То есть здесь уже хэширование не так эффективно будет. Поэтому нам нужно будет придумать более интересное решение. Суть нашего решения будет следующим. Мы будем использовать XOR. Значит, XOR. Если мы A сделаем XOR A, то мы получим 0. Это значит, что если мы все числа будем делать через XOR, то пары будут давать нам 0. 0 XOR, например, x, дает x. То есть все пары у нас обнулятся, и останется одно уникальное число x. При этом порядок в XOR не важен. То есть нам можно получить 1 XOR 2 XOR 1, и мы получим нашу двоечку. Начнем с тестов. Создадим тест, например, вот таким образом. И теперь перейдем к решению. Создадим main. Мы будем XOR пользоваться. 1, 1, 2, 2, 3 должно дать нам 3. Такая последовательность через XOR. Пары обнулятся, останется уникальный элемент 3.
Порядок нам не важен, то есть мы можем здесь сделать 1, 2, 1, 2, 3 и тоже должны получить 3. Порядок не важен. Теперь введем число int a, оно будет в начале 0. Как мы помним, 0 XOR a даст a. И теперь мы будем все числа ко всем числам применять XOR. То есть a XOR n. В итоге останется какое-то число a, которое было уникальным. Давайте посмотрим. Тест пройден. Ставим на сайт. Submit. Да, мы получили очень высокую производительность, 95%. Сегодня мы рассмотрели два варианта одной и той же задачи. В первой применили хеширование, здесь применили XOR. PDF с решением я оставлю на своем сайте javatutor.ru. Спасибо.